Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать, как приготовить нежнейший медовик со сметанным кремом. Способов приготовления медовых тортов очень много, и экспериментировать можно долго. Если вы уже на моем канале пробовали другие рецепты медовиков, то сейчас я вам предлагаю сделать еще более простой вариант, который удивит ваших домочадцев насыщенным в меру сладким медовым вкусом. Первым делом нам нужно будет приготовить тесто. В глубокую чашу отправляю 250 мл горячего сливочного масла. Два пакетика ванильного сахара, 125 грамм сахара, пол чайной ложки соли, 220 грамм меда. Сладкую масляную смесь перемешиваю до однородности. В теплую массу добавляю 3 яйца. Все снова хорошо перемешиваем. Добавляю 525 грамм муки. Поверх муки высыпаю пакетик разрыхлителя, в пакетике 16 грамм. Тесто вымешиваю с помощью силиконовой лопатки. Вымешанное тесто получается нежное, глянцевое, тягучее, липнущее. Я его сейчас отправлю в холодильник приблизительно на 45 минут. За это время тесто расстоится и станет еще гуще. Пока охлаждается тесто, приготовим сметанный крем. В глубокой чаше 500 грамм 24% жирности сметаны. Добавляю сюда сок одного лимона, лимон средний. Все хорошенько перемешиваю. И вот как только лимончик соединился со сметаной, добавляем сюда маскарпоне 500 грамм. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляю по вкусу 3 столовые ложки сахарной пудры. Если вы сладкоежка, можете добавить побольше. И 2 пакетика ванильного сахара. Крем долго вымешивать не нужно. Приготовленный крем отправляю в холодильник. По составу он получается плотный, блестящий, хорошо держит форму. Тесто готово, получилось оно более густым, совершенно не липнет к рукам. Тесто эластичное, податливое. Пекарскую бумагу присыпаю небольшим количеством муки. Выкладываю кусочек теста. Тесто раскатываю в пласт приблизительно 4 миллиметра. С помощью крышки вырезаю круг диаметром 23 сантиметра. Секрет вкусного медовика заключается в правильной выпечке коржей. Коржи очень важно не пересушить. Я их пеку в заранее разогретой духовке на 180 градусов. Где-то приблизительно около 5 минут. Коржи должны приятно подзолотиться.
Вот такая стопка из 6 коржей у меня получилась. Последний подрумянившийся корж пойдет на обсыпку торта. Торт буду собирать в разъемном кольце. На плоское блюдо наношу небольшое количество крема. Укладываю корж. Верх коржа смазываю кремом. Поверх крема укладываю следующий корж. И таким способом буду прослаивать все коржи. Поверхность последнего коржа тоже смазываю кремом. Собранный торт отправляю в холодильник на несколько часов, для того, чтобы он хорошенько охладился и пропитался. Остатки крема пойдут на украшение торта. Кусочки песочного теста также можно измельчить с помощью скалки. Получается вот такая симпатичная, рассыпчатая, мелкая крошка. Торт всю ночь простоял в холодильнике, он отлично охладился. Остатками крема теперь выравниваю бока и верх тортика. Бока торта посыпаю крошкой. Верхнюю серединку торта буду украшать приготовленной крошкой. По бокам буду посыпать обжаренные миндальные орешки. Вы можете украсить по своему усмотрению, как вам нравится. Можно полностью засыпать торт крошкой. Вот такая домашняя версия медовичка у нас получается. Как ни крути, самый вкусный и дорогой сердцу медовик приготовленный своими руками. Верх тортика я буду украшать сахарными ромашками. А теперь давайте вместе посмотрим, какой в итоге торт у нас получился. Разрез торта поднесла поближе к камере. Посмотрите, тортик хорошо держит форму. Каждый кусочек полностью пропитался сметанным кремом. За ночь сметана впиталась в коржи, сделав торт необыкновенно нежным. Очень советую и вам приготовить этот вкуснейший ароматный тортик, тающий во рту. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.